Девочки, мальчики, привет! Ну, в общем, как вы поняли, часть вторая. Все те же на манеже, кроме коробки. Так, я Оле написала по поводу немножечко путаницы с двумя видами орхидей. Написала, что энциклы оставляю, а разницу в цене пускай на следующий заказ кинет. Так, лекаста. Лекаста. Видите, я тут на полу прям сижу. Лекаста сакура. Вот старую бульбу я убрала. Она здесь. Ну как я убрала? Я ее не убрала. Она вот она. Основание ее. Я думаю, выкручивать, не выкручивать. Ну вот так сделаю. Беру. Тут все сухое. Эта бульба еще пока не совсем, ну такая уже. Ну ладно, пусть останется. Пусть останется. Боже мой, что будет с этого всего, я не знаю, девочки. Вот грунт, в котором она сидела. Очень мелкий, с камешками. Ну, очень мелкий грунт. Я думала, что все-таки у них грунт немножечко... Я хочу сразу их немножко от вредителей пробрызгать. Главное, ну так, чуть-чуть. Ой, боже, еще и рассыпала. У меня вот такие есть горшочки. Высаживать надо к краю горшка. Для того, чтобы следующие бульбы росли, ну, имели место расти. Ну, тут у меня даже, мне кажется, даже по сравнению с той корой, в которой они приехали, у меня даже очень крупная кора. Я брызгала средством от вредителей лекасту. Это лекаста сакура. И вот что от нее осталось. В размере она была, я вам скажу сейчас по цене. Это был 300 гривен. Это вот мини, размер мини. Одну бульбу я здесь сняла. Она прям тут вообще никакущая. Кусочки мха оставим. Корни вроде как и плотные. Но вы же понимаете, у лекаст корни это особый вид искусства в том плане, что это ну, настолько... Вот тут я вижу новенькие корешки, ну, не пропавшие, так скажу. Это такое трепетное к ним отношение, к этим корням, корням лекаст. Ну, я повыбираю отсюда с ее посадки камешки. Ну, не знаю, хватит ли сил у конкретно этой деленки, чтобы вырастить этот рост и обзавестись корнями. Это, конечно, вопрос для знатоков. У меня, конечно, кора покрупнее, кора с кукачипсами, но я слегка присолю перлитом. Да-да-да. Слегка я присолю перлитом. Лекастом это в самый раз. Он, конечно, будет просыпаться с поливом, ну хотя бы так чуть-чуть. Или вот эти камешки. Я не знаю, что это за камешки. Они не похожи на пеностекло. Это какая-то, видать, пенза. Девочки, будем наблюдать. Я еще полный профан во всем этом. Я хочу еще раз посмотреть пару видео по уходу. Потому что когда ты смотришь теорию, но ты не держишь в руках растения, то еще ничего не понятно. Поливать можно будет только тогда, когда уже... Я думаю, что принцип как у морковок. Сейчас, пока нет корней, там нечего поливать. Конечно, бульбы усохшие, но вот сейчас этот рост будет брать все с этих бульб. И в скорости этот рост должен дать корни, которые начнут углубляться в субстрат. Правильно я рассуждаю, знатоки? Кто там уже вовсю с лекастами на «ты»? И когда корни пойдут в субстрат,
то они начнут, тогда уже надо смело поливать, но опять-таки аккуратно по краю горшочка, лучше всего даже нижним поливом поливать. И бу-бу-бу. И будем ориентироваться, смотреть, если эти будут, ну я не знаю, дать им, чтобы они полностью пропали, это тоже нехорошо. Вытянут ли эти две бульбы полуживые, этот рост, это вопрос. Так, и я вам говорила, что я вот этот стикер наклею. Оля положила тут большое количество. А, тут даже пожелания. Подождите, мы с вами не почитали пожелания. Ёлки-палки. В прошлом відео. Той, хто вміє керувати емоціями, сильніший за того, хто керує людьми. Поэтому, девочки, мы на позитиве. Мы не нервничаем. Получив такие загадочные орхидеи, все для нас новенькое, мы не нервничаем. Сейчас я вот так вот приклею с помощью скотча сюда, да, название. У меня руки все грязные, девчата. Я тут прям в огороде. И помещу, чтобы не попутать, кто есть кто. Так, ну вот. Сделаем так. Так, все. О, видите? Ну вот будет так. Я уже не стала этот грунт туда досыпать. Я не знаю. Ну, какая-то, наверное, мелкая археата. Может, он и неплохой, я не знаю. Может, чуть-чуть его присыпать поверху. Так сказать, занести флору. Да? Все равно ж не поливаем пока. Так, все. Первая готова. Сакура готова. Будем потом смотреть на результаты. Ребята, девчата, привет! Ну, как я и обещала, смотрим на результаты. Это наша сакура. Да, сакура. В общем-то, я уже один раз их полила. Все. Вот, влажненько. Добавила мох. Это кусок ошейника. На всякий случай. Это для животных ошейник. От клещей, блох и всякой ерунды. Я так порезала и катасетумом положила, и этим. И вот смотрите наш результат. У нас появилась какая-то вот такая вот интересность. Не то это новый рост, что скорее всего да. Но главное, чтобы не цветонос. Бульбы вот эти задние, вот такие темные уже. Одну мы с вами сняли. 10 дней прошло. 10. Поморщинилась больше, мне кажется, вот это, потому что рост тянет с нее питание. Рост этот подрос. Подрос, да. По корням я вам сказать ничего не могу. Их там не было и так и нет. Но рост еще, думаю, не дал корни. Еще нет корней там. Корни у них темные, поэтому сразу, как вот у фаленопсисов там или у котлей, ну, те орхидеи, у которых корешки белые, мы здесь так не увидим. Ну, в общем, видите, вот из нового то, что появился вот еще один ростик. Ну, это не цветонос, да? Похоже все-таки на ростик. Ну, посмотрим, сможет ли вот эта вот бульба еще и два роста прокормить. Вот это, конечно, я не знаю, девочки. Я не знаю, что скажете. Вот видите, положила новозеландский мох. Иногда так, когда проливаю, так вот по краешку горшка, вот подальше от ростов. Потому что росты имеют воронку. Если туда попадешь водой, то все. Недавно, прям вот дня два назад, обрызгала еще раз не удобрениями. Поливала чуть-чуть, по грунту добавляла этот самый... янтарную кислоту в водичке была добавила. То есть еще ничего, тут нечего еще удобрять. Как бы растение еще без корней. Она чисто вот лекарство это выезжает за счет вот этого вот несчастного образования в виде бульбы прошлогоднего. В общем, девочки, наблюдаем, посмотрим. Очень хочется, чтобы
это лекарство осталось у меня, очень хочется. Так что будем наблюдать постепенно за развитием. Идемте пересаживать следующего претендента на пересадку. Вы знаете, я думаю про этот дендробиум. И мне кажется, что я ничего с ним не буду делать. Только вот оставлю здесь и только вот приклею сюда кусочек скотча. Ну, чтобы держалась бирочка. Хороший горшочек с мхом. Буду по чайной ложке поливать. Появится рост, хай растет. Или это уже новый рост? Непонятно мне. Вот это новый рост? Похоже на то. Короче, купила себе дракончика. Девочки, у дракончика за 10 дней никаких изменений не произошло. Тьфу-тьфу, не в плохую сторону. Ну, жаль, конечно, не в хорошую. Но он дремлет. Дремлет. Я думала, что там это новые росты. Но мне кажется, что это его какие-то фласочные ростики. Очень аккуратно его поливаю, потому что в мхе можно его, конечно, залить. В общем, ничего ему не меняю. Стоит, спит, присматривается. На этого красавца, на макробульбон. И я не хочу его трогать. Я вижу, что он там уже укоренился. И вот лучше не трогать. Ну да, будет в таком некрасивом горшочке. Но я уверена, что там уже полно корней. Пусть будет в таком горшочке. И он даже особо и не высыпался, грунт. В общем, все нормально. Завтра пролью его, да и все. Вот немножко только его так пробрызгаю для профилактики от вредителей. А завтра я их побрызгаю, знаете чем? Ну, я вам говорила, цирконом. Да, там даже досыпать не надо ему ничего. Сейчас только бирочку я ему прикреплю и все. Я считаю, что он укоренен, он не шатается, его лучше не трогать. Да? Да. Кто молодец? Я молодец. Может, хоть один выживет. Но он, девочки, мальчики, самый дорогой во всей этой компании. Вот так вот. Он самый дорогой. Кривовато. Ну ничего. Так, ну как поживает мой самый дорогой экземпляр? Ну, жив. И на этом хорошо. Никаких у него ни новых листочков. В общем, он притаился. Единственное, я не помню, как здесь было у основания. Видите, вот я вчера их полила чуть-чуть нижним. Не, ну я вот так поливала. Аккуратно по краю горшка. И мха добавила. Сейчас очень жарко. Надеюсь, что они перенесут жаркие дни. И все будет прекрасно. И надеюсь, что скоро начнет уже наливаться его бульбочка. У него здесь тоже, в принципе, одна, да? Одна бульба. Да, одна бульба. Маловато, конечно, бульб, как для таких растений. Всегда хорошо, когда на растении минимум 3 бульбы. Но что маемо, то маемо. Так, друзья мои, кого же следующего будем пересаживать? Ну, я думаю, вот эту красавицу, потому что она тут вообще непонятно на каком честном слове держится. Вот я ее беру, просто вытаскиваю. Видите? Тут какие-то корни есть старые, но ничего не надо обрезать. Это лекасты, это не фаленопсисы, у них ничего нету лишнего. В общем-то, сейчас вот она в таком состоянии, тоже съедает задние бульбы. Ну, я надеюсь, ну, очень я сомневаюсь, но надеюсь, что она даст корни, и как-то вот на этих 3 старушках она как-то, возможно, пропетляет. Посмотрим. Так, вниз ложим кору покрупнее, хотя это слишком большие куски. Ой, главное не потерять ее название. Немножко мха с ее посадки тоже не будем сильно носом крутить. Камешки возьмем из ее же горшочка. И вот так ее расположим. Ближе вот так, видите, вот этим краем
И вы видите, что я делаю? Походные условия. Но все должно расти. Девочки, у меня там просто чаепитие намечается. Муж с работы приехал. Говорит, есть не хочу, будем вкусно чай пить. Говорит, давай, иди, говорит, досаживай свои орхо-джунгли. И будем, говорит, это самое, чаевать. Даже в жару чаепитие люблю. Так, ну вот это шатается, и мне это не нравится, поэтому я возьму палочку, и я ее закреплю. Потому что когда шатается растение в горшке, это нехорошо. Пока вот так камешком немножко придавлю. О, смотрите, да? Вот. Ну, она вот, в принципе, ничего так выглядит. Это кто у нас? Ой, господи. Начиту импульс, которая. Сейчас я скотчем приделаю. А, не горшку, не горшку. Вот к этой... К маркеру. Приделаю к маркеру и вставлю, чтобы мы не потеряли. Готово, но я немножко неправильно приклеила. Ладно. Готово. Что-то я не могу найти еще такие горшочки. Где-то я их положила, а куда положила, неизвестно. Главное, что я серамис принесла, но я его не использую, девочки. Чего-то. Ну ладно. Так, ребята, девчата, смотрим на читу через 10 дней. В общем, я добавила мха поверх грунта. Ну вот вижу, появился новый листик у читы. Палочкой я ее закрепила. Состояние бульб вот такое. Ну, в общем-то, вот такой вот ростик. Надеюсь, что она вытянет этот рост новый за счет этих двух бульб, за счет их запасов. Посадила я ее еще в такой двойной горшочек. Немножечко сделал, он плотно сел, поэтому я там камешек подставила, видите, чтобы было немножечко воздуха. Но я посмотрю, может быть, я блюдце буду использовать в дальнейшем. Ну, пока так. Пока так. Надеюсь, что там ничего не загниет и ничего страшного не произойдет. Всех пробрызгала от вредителей, потому что лекасты, как и катасетумы, любит клещ. В общем, девочки, ну вот так вот. Пока вот такие результаты. Отсутствие плохого результата тоже хороший результат. Так, ту мы оставили, эти две пересадили. Так, ну надо теперь на эту посмотреть. Ой. Ну что, трогать тебя, не трогать? Даже не знаю, ребята, девчата. Вот это мне, знаете, что непонятно? Что это за мелкий такой идет какой-то рост-прирост? Смотрите, это что это такое? Что это? Видите, какой-то мелкий. Кустик прямо. Не пойму. Ну ладно, пусть растет. Так, пусть растет. Бульбы ест, я вижу. Пусть растет в этом горшке. Она сидит хорошо. У нее только сейчас досыплю немножко вот коры. Тут, может быть, и ее тоже кора есть. Почему? Потому что они там все в посылке перемешались. Видите, немножко у нее что-то было с листьями. Их обрезали. Непонятно. Ну и приклею ей на горшочек ее название. Это у нас... Я вам поставляю фотографии. Вы увидите, кто это. Они все прикольные. Все, приклеили. Не потеряется. Ну, что вам сказать, ребят, через 10 дней. Эта группа товарищей в полосатых купальниках чувствует себя неплохо. Почему группа? Потому что вот это, как подсказал искусственный интеллект, здесь вырос папоротник. Искусственный интеллект дает там 2 названия, но не знаю. Если кто-то из вас
угадал и знает, вернее не угадал, а знает название этого папоротника, подскажите. Но я его пока здесь оставляю. В общем, они пока здесь в симбиозе. Я надеюсь, никто никого не подавляет. Но со временем посмотрю. Единственное, что я сделала для этого лекасты, добавила немножко, с одной стороны, добавила немножко сфагнума и обработала антистрессом, потом обработала от вредителей. Ну, в общем-то, никаких изменений я пока на этой лекасте не вижу. Единственное, что, возможно, она продолжает съедать свои бульбы. Они вот такого, видите, неприглядного цвета. Но я надеюсь, что с корневой там у нее все в порядке. Я ее не потрошила, не пересаживала. Так что я надеюсь, что все там хорошо. Вот такая группа товарищей. Так, в общем-то, 2 пересадили, 2 оставили в их же горшках. Ну, пускай растут, девочки. Ну, вот так. Потому что эстетика эстетикой, но надо же... Вот этот неправильно посажен. Но надо же как-то, чтобы оно было... У меня вот такой есть горшочек. Чтобы оно еще было и правильно, да? Попробуем все-таки пересадить. Единственное, вот смотрите, вот эти вот горшочки, они какие-то вот высокие. Эти насколько ниже, да? Им нужны широкие горшочки. Ну, здесь вообще вот она вываливается из него. Видите, вот я так трясу, и вот она вываливается. Боже, что с него будет? Вы думаете, что-то будет? Я что-то уже сомневаюсь. Ну, пробуем, пробуем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Смотрите, какой огромный камень. Я не знаю, что это за камни, какие-то кальцифиты. Что это за камни? Так, притулю. Девочки, даже не знаю, что это за грунт у них такой непонятный. Своего сейчас подсыплю. Вот будет там она... Вот что-то вот у меня на эту вообще нет прогноза. Посмотрите, какие 2 несчастные бульбы. И вот это идет несчастная следом. Тоненькая. Ну что из этого может быть? Может быть, что ничего может и не быть. Ну, сам факт, что мы учимся ухаживать за лекастами, наблюдать, это уже хорошо. Так, где ее название? Название вот. Вот как она называется. Тоже гибрид. Сейчас, девчата, ребята, переклею сюда название. Скотчем вот так сверху наклею, да и все. Я только сейчас поняла, что я забываю, ну, не насыпала перлит. Но перлит всегда можно насыпать сверху, и потом с поливом он туда как бы просыпется. Знаете что? Я хочу, чтобы она была поустойчивая. Я несколько стаканчиков вот так поставлю. И я не люблю, когда просто один стаканчик такой транспортировочный, и он очень мягкий. Но здесь хотя бы захочешь корни посмотреть, так, да, что тут 3 аж. Захочешь посмотреть корни, раз, достал и глянул, что там происходит, есть ли корни, что с ними. Так что вот так. Ну что-то вот это меня прям, ну как-то вот я не уверена, девчата. Надо тоже ее так подпереть, чтобы она... Должна же вот эта вот бульба, когда начнет подрастать, такое ощущение, что она как будто от кого-то отвалилась. Надо ее закрепить. Она же должна дать корни. Ну вот те какие-то такие мелкие. Ужас. Ну ладно, посмотрим. Может, она живучая, это лекаста. Так. Посмотрим, что с нашей лекастой происходит спустя 10 дней после прибытия и адаптации 10-дневной. Ну, единственное, что я могу вам сказать, что появился носик листика. Его не было, это точно.
Корни, конечно, там были в виде такой косы. Надеюсь, что с ними ничего не произошло. Бульбы на месте. В общем, если начнет рост развиваться активно, ну, тургор нормальный, хотя у этого вида орхидей я не думаю, что как-то он теряется. Ну, в общем-то, видно, что она в росте. В росте, и это нас должно радовать. Ну, будем держать, так сказать, скрестим пальчики на удачу. Очень хочется увидеть цветение этой розовой красавицы. Хочу все же пересадить с этого горшка. Ух ты, какой красавчик! Смотрите, что делается. Корешки неплохие. Так. Ничего не потрошим. Засыпаем и делаем вид, что нас тут не было. Чтобы он, не дай боже, не передумал с нами дружить. Приветствуем вас на Одесской земле. Ой, это большой сильно кусок. Ну, там прям камням к этой пемзе. Пемза, наверное, какая-то. Вот с него что повысыпалось. Сейчас я туда и обратно засуну. Ой, он, конечно, у меня, естественно, жарко. Конечно, может начать свои корни. Не корни, а листья. Листья начнет сушить. Это очень может быть. Все, готов. Красавчик. Такой бодрячком. И корешки хорошие. Его состояние мне понравилось. Но как там дальше будет, я не знаю. Мельтониопсис мой какой-то вообще невеселый. Жду нового роста. Что будет с зигом, тоже не знаю. Посмотрим. Ну что, ребята. Ну вот так это происходит. Несколько раз в день. И любит пополиваться. И я ему и янтарку, и я ему всякие антистрессы. Но не очень хочется его потерять. Мельтониопсиса уже нет. Он в эту жару помахал ручкой. Не хотелось бы, чтобы зиг, посмотрев на мельтониопсиса, сделал то же самое. Но я вижу, что вот у него начинают появляться, вот видите, наливаться бульбочки. И попить он тоже любит. Я вот так по краешку горшка поливаю его хорошей водичкой. И водичка остается вот в блюдце, и он ее пьет. В общем, надеюсь, что мы с ним как-то подружимся. Очень хотелось бы. Так, что мне тут еще осталось? Вот эту красоту я привяжу на блок. У меня вот такой есть блок из пробкового дерева. Я это все дело вот так, девочки, ну, разложу. Ой, господи. Ну, я вношу этой красоте нужно немножко... Боже, посмотрите, какие козявки. Вот так вот их. Ну, я в шоке. Это что такое вообще? Вот, и буду их обрызгивать. Сейчас пока от вредителей обрызгаю. Ой, господи. Ну, это фласка. Это фласка. Ну, может, потом начнут расти. Мхом прикрою, обмотаю. Вот у меня мох. Ну, как-то надо будет так, чтобы оно все держалось, понимаете? Это просто капец. Есть там у меня такая... Господи, боже мой. Сохранитесь. Ну, это капец, да.
Где-то потом приклею. Ну, тут же ж не ошибешься, что это сафранитис. Сейчас еще немножко мха сюда поверх. Будет просыхать. Пока полежит, я потом намотаю. И здесь мне надо будет отверткой сделать дырочку для того, чтобы его привесить. Буду, как все блочники, каждый день брызгать. А что там вырастет, девочки, не знаю. Мох, наверное, вырастет, сохранитесь под вопросом. Девочки, планктон жив. Пока еще. Я не знаю. Я даже сейчас одену очки, потому что так я не смогу его увидеть, этот планктон. Но там было пару листиков, которые где-то буквально через 2-3 дня пожелтели и отпали. Видите? Вот. Местами что-то зеленеет. Я это называю планктон. Ну, надеюсь, попрет. Вот уже как-то из списка что-то проглядывается. Что у нас? Так, это мы оставляем энциклию. Да? Не будем трогать. Так, единственное, что мы ее тоже брызнем. Спросите, чем? Вот. Польское противопаразитарное средство. Так. Котлеи тоже я пока не трогаю. Я их просто обработаю. Хватит с них того, что они ехали. Им нужно немножко прийти в себя. Единственный, кого мы сейчас нормально усадим, так как я люблю, это моего цикнодиса. Но для того, чтобы его хорошенько усадить, я возьму вот такой стакан с прорезями. Кто-то у меня, это обычный стаканчик, кто-то у меня здесь был и уехал. Я вниз ложу живой мох. Так. Я вижу, дружочек, ты еще... Нет, что там он схватился за что-то. Боже мой, что тебе там насыпали? Вот такой цикнодис. Он же ж красивый такой. Тайваньское золото. Немножко засыплю коры. Его корой сверху просыплю. Вот так. Вот так. Видите, будет внизу мох, потом кора, потом даже много. Потом он, и потом можно взять его вот этот мелкий субстрат. Боже, какой он мелкий. Это что это за такая интересная археата? 0,0 миллиметра. Я, честно говоря, такую даже и не встречала. И опять-таки я неправильно высаживаю, потому что не к стенке. Ну, подвинем вот так вот. Вот так подвинем. Порассыпала все, девочки, ужас. Так. Это такое ощущение, что вот это как будто недавно всех высаживали, и они все вот такие вот в этой мелкой какой-то вот этой можно положить кусочек мха, он не обидится. Но вот здесь тоже успех операции зависит от количества бульб. Но у нас оно ограничено. Девочки тут собирают, тут просто раскидана вокруг меня куча грунта, который высыпался из этих посадок. Ну, оно все видно, что в нем толком ничего не росло, что оно только с фласок достато и посаженное. Все, поливать пока не будем, пока это бульба.
Ну, я все равно вам скажу, я все равно вот так низ окунаю, даже если вот именно низ. Корни потом будут чувствовать то, что там внизу немножко влажно, и они охотнее выходят с нового роста и тянутся к низу. Вот этот мох внизу, слой мха, и нижним поливом, то есть вы налили водичку и поставили чуть-чуть, там буквально, и оно так раз-раз поднялось по грунту. И у вас здесь сухо, там где бульбы основания. Главное, чтобы там, где основание бульб, было сухо. А вниз начинают устремляться корни. Так что вот такие дела. Ну, посмотрим, как цехнодес. У меня был один раз этот Wine Delight. Он у меня того. Так, девочки, все, разворачиваюсь. Осталось только привязать и всех расположить на полочке. И это будет пока что вот эта полочка нижняя, либо вон та. Вон та, скорее всего. Там ну, побольше освещения. Орхидею переставлю выше. Уберу оттуда реанимашку к хою. Уберу оттуда там спагмос. У меня, кстати, целая пачка вон нового спагмоса. Видите, он стоит. Купила я себе еще по хорошей цене. Там, по-моему, 12 литров. И сейчас туда их поставлю. И будут они, но поставлю попозже, бо там сейчас солнце. Зачем им сразу солнце? Они тем более подсохшие. Так что вот такие вот дела, друзья. Все. Посадили, высадили. Это у меня кора обработанная. Еще даже не просохла. Я ее не... Это самое. Она мне там с этим... Как его? С фитоспорином. Как раз вот для таких вот бульбашей. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Растите прекрасные орхидеи. Не печальтесь, что если что-то не получается. Обалдеть. Может, это надо в этот флорариум помещать, вот такую красоту. Сохранитесь. Вот дернула меня, девочки. Но все побежали, и я побежала. Нет, сначала я его не заказывала, а потом я думала, ну ладно, попробую, что оно такое. И вот что оно такое, вот пришло. Девочки, с Тему мне пришли вот такие блоки. 6 штук за 400 гривен, там 400 с чем-то. Пробковое дерево. Дуб. Пробка. В общем, играюсь теперь. Присадила на блок свою гигантею реанимашку, тетрасписа реанимашку. Что-то они мне поскидывали корни. И там еще пару орхидеечек. В общем, теперь хожу, брызгаю. Все, всех обняла. Напишите, что думаете про Сохранитесь. Что-то с этим будет. Все, иду. Чай пить? Иду. Все, девочки, бегу. Жорик пришел меня звать чай пить. Пока-пока, обнимашки. Ой, девочки, чуть не забыла показать вам этих красавцев. Ну, в общем, смотрите. Котлеи, в принципе, все так же, без изменений, как они приехали. Но они у меня сейчас прям после 4 часов, здесь даже после 3:30, после обеда, жарятся на солнышке. Вот прям стоят на солнышке. Поливаются, конечно, часто, путем оставления даже водички в нижнем вот этом уровне. В общем, я их не пересаживаю, не трогаю. Впоследствии, когда день станет короче световой, они поедут к 2 моим остальным котлеям в таком же размере, ну те уже чуть больше, поедут под светильники на полочке. Так, ну и мои вот сейчас фавориты среди орхидей, это, конечно же, катусетумная группа. Что происходит с моим красавцем, который мы с вами пересадили? Это цикнодес Тайвань Gold Orange. Ну, пока ничего не происходит. Главное, что не происходит ничего плохого. Но вижу, что растит он очередной листик. Я, конечно же, всегда ему сюда вот заглядываю. Мне вот главное, чтобы вот здесь уже начали растить новые ростики, корешки. Но пока тишина. Пока тишина. Обычно это так красиво, когда из нового ростика, из новой бульбочки выстреливаются такие симпатичные новые корешки. Но вот за 10 дней
Ни ответа, ни привета. Ну, вы же понимаете, это же цихнодес. Как-то, мне кажется, катасетумы, именно катасетумы, они позговорчивее. Ну, у меня уже был первый блин комом с цихнодесом Wine the Line. Но надеюсь, что тайваньское оранжевое золото не подведет. Все, друзья мои, всех обняла.